Ну что, всем привет, друзья! И опять, как вы видите, я в гараже, не дает мне покоя мой дырявый Мерс. И в этот раз действительно посудина дала течь, потому что у меня полностью пропало сцепление. То, какие симптомы при этом у меня были, и то, как я все-таки смог без сцепления только на второй передаче догазовать до гаража, вы можете посмотреть в прошлом видео, вот по этой ссылке. Очень интересное, забавное. А сегодня же наша задача все-таки решить проблему, выявить ее. В чем проблема того, что пропало сцепление? И на самом деле может быть абсолютно, в основном три причины этого. И поэтому я уже заранее запасся запчастями. Вот эта вот вся горстка запчастей стоит чуть больше $50 со скидкой. И основное это вот этот вот главный цилиндр сцепления и рабочий цилиндр сцепления. Главный цилиндр сцепления стоит под педалью, рабочий цилиндр сцепления входит в коробку под машиной. И все признаки на то, что у меня вышел из строя главный цилиндр сцепления. Конечно, этот Mercedes меня полностью отымел по всем фронтам. Я устал и морально, я устал и финансово, потому что опять влез в долги, потому что машина не ездит, не могу зарабатывать и нормально жить. Конечно, можно было бы отделаться ремкомплектами, но мы, понимаете, мы не в Советском Союзе живем, когда были Жигули, был дефицит в запчастях, и кто-то там пытался этими резиночками что-то заколхозить, чтобы хотя бы как-то ехать. Тем более ремкомплекты на вот эти цилиндры стоят $5, и они абсолютно сомнительного качества, то есть оригинала нету, а есть какая-то замена, какой-то хреновая Италия, и ты не знаешь, как они поведут. Ты можешь поставить сюда ремкомплект, а он тебя через 2 недели потечет, а может быть и не потечет. То есть это такая игра в русскую рулетку. Поэтому я принял решение все-таки решить эту проблему раз и навсегда, и купил такие вот цилиндры фирмы Ара, которая тоже говорит, что Италия, но мы все понимаем, где это все производится. А может быть еще такая интересная штука, как вилка сцепления. Даже на некоторых 124-х Мерседесах вот этот рабочий шток, он давит, получается, на вилку сцепления, который как раз таки и выжимает выжимной подшипник. И вот эта вилка сцепления иногда проедает прямо дырку в этой лапке, и приходится снимать всю коробку и заваривать вот эту сделанную дырку. И это на самом деле просто для меня страшный сон. Из-за этого я не хотел ехать 2 дня в гараж, я был в небольшой депрессии. Вот. Но нам ничего не остается. У нас есть немножко запчастей, тормозная жидкость, и нам надо сегодня обязательно уехать полностью с рабочим автомобилем, потому что просто надоело. Ну и плюс еще по поводу главного сцепления. Он стоит под педалью. Долезть, я еще помню по BMW, когда мы делали 34-ю, долезть до него очень сложно. Поэтому я решил снять полностью весь педальный узел вместе со сцеплением и тормозами, выдернуть его, чтобы нормально его обслужить. Плюс еще в том, что когда я отдергивал половик, меня ждал там сюрприз. Все за год скоррозировало. То есть если сейчас вот эту всю ржавчину, которую вы увидите, не зачистить и не обработать хотя бы там цинкарем, хотя бы как-то не загрунтовать, то еще у меня по весне будет там нормальная дыра, и действительно я смогу уже тормозить ногами, то есть будет дополнительная система торможения. Ну и половик, он естественно традиционно, он был полностью мокрый, из него прямо льется вода, эта шумка, она себя впитывает. Это проблема не только Мерседесов, но и многих других, потому что надо все-таки поднимать эти половики и хотя бы летом просушивать. Ну что, друзья, пойдем заниматься нашими проблемами. Очень сложно там подлезть камеры, поэтому я вам буду показывать то, как движется работа по мере, как говорится, продвижения. Потому что камеру туда засунуть практически нереально. Поехали. Вот, смотрите. Значит, вот педальный узел. Вот этот. Видите, я его уже отвернул. Там два винтика на самом педальном узлу и вверху там, ну, увидите. И вот смотрите, у нас открывается в принципе доступ к нашему цилиндру.
Я, наверное, сам педальный узел снимать не буду. Даже хотя бы таким образом, если немножко его отвести, откроется доступ к этим двум винтикам, которые держат его на педальном узле. Вот, сейчас я их откручу и смогу уже снимать этот цилиндр. Даже за счет того, что очень сложно подобраться, очень непросто снимать. В общем, на стопорном колечке стоит вот это ушко. Вот стоит шланг, который крепится вот сюда к этому цилиндру. Я его снял. И единственное сейчас самое важное, это не загубить вот этот штуцер, который идет от рабочего цилиндра прямо сюда в главный. Делаю я это в первый раз. Все равно они рано или поздно нуждались бы в замене. Несмотря на то, что я очень сильно расстроен в этом Мерседесе, я даже не могу насладиться нормальной поездкой, постоянно его чиню. Но меня очень сильно радует, конечно, надежность основных агрегатов. Двигатель, коробка, стартер, который с разборки, он выдержал все мои многочисленные заводы из передачи. То есть двигатель действительно, если посмотреть, как делают сейчас корейские моторы, практически одноразовые, которые выходят из строя через 100 тысяч, японские сейчас делают. Японские, конечно, немножко лучше, чем корейские. Все-таки немецкая классика, танк, он будет идти и идти. И я более чем уверен, что если мы сейчас разберем мотор, то мы там даже, может быть, найдем и заводской хон. Поэтому, друзья, сами по себе двигателя, и, не говоря уже о кузове, конечно. Да, и по сути, любая машина гниет. Те, кто люди говорят, что Mercedes больше всего гниет, чем другие, они на самом деле лукавят, потому что я видел Mazda 2006 года, которые жрум масло, который еще в более ужасном состоянии, чем этот Мерс. Поэтому все зависит от того, где он ездил. Если он ездил по Питеру где-нибудь, если он ездил где-нибудь там по тайге, то, вы сами понимаете. Танк, это танк. Этим мне он нравится. А цилиндры, это же ерунда. Это расходники, стоят по $15. Можно хоть каждый год менять, баловаться. Вообще, для того, чтобы откручивать вот эти штуцера на магистралях, используются вот такие вот разрезные ключи. Но, к сожалению, мы уже один поломали, потому что мы его использовали не по назначению. Поэтому придется использовать обыкновенные ключи, что очень опасно, можно залезать в грани. Поэтому, знаете, что эта штука нужна. В общем, ребята, вот уже 2 часа я не могу открутить этот цилиндр. Он очень плохо откручивается. Я даже изобрел вот такой вот ключ. Я испортил ключ, считайте. Вот, я его разрезал. Думал, будет спецключ. Но что-то он не очень-то сильно на него похож. И он не откручивает. Грани слизываются. В общем, главный цилиндр там. Штуцер я открутить не могу. Видимо, мне придется покупать все-таки спецключ на 12, потому что без него открутить практически нереально. Да, в принципе, нереально. Система уже развоздушена, соответственно, надо ее в любом случае прокачивать. Но, в общем, вы понимаете, геморрой еще тот. Видимо, сегодня я пойду опять пешком домой. Чуваки, это просто пиздец. Мне пришлось снять подушку коробки. Вот видите, рабочий цилиндр. Пришлось выкрутить винтики обыкновенно на 13. Вот такой горгулиной, еще там с ключом. Потому что там реально крутить дофига и очень сложно подлезть. Ну хотя бы коробка провисла, и можно было уже без этого, потому что так просто реально не долезешь. Я его еще не снял, потому что еще надо открутить сам штуцер, который я заломаю 100%. И нужно, вот этот разрезной ключ, поджимной именно. Потому что по-другому я его не смогу победить. Это пиздец. Но я откручиваю все, чтобы просто устранить все, все вытекающие нюансы. Сейчас попробую снять, посмотреть там шток, там не шток, вот так. Вот мы его открутили большими удлинителями, сняли подушку коробки. Вот она откручена. Вот муфта, сняли подушки коробки. Вот сам цилиндр. Немножко шток сточился. Не знаю, работает или нет. Значит, но для того, чтобы его вывесить и открутить ту большую
А гайку, вот видите, которая держит, ну, то есть штуцер. Значит, мы откручиваем болт на 17, который держит гидравлическую резиновую трубку. Вот он тут стоял, видите, вот этим ушком упирался туда. Болт я выкрутил, теперь эту трубку от главного цилиндра, который идет там под педалями, я вот вместе с этой магистралью всю могу туда подать. Соответственно, на рабочий цилиндр можно хотя бы как-то выкручивать. В общем, все очень неудобно. Вы меня извините. Вот. Ну, в общем, будем пытаться его откручивать. Так. Ну вот смотрите, видите дырку? Вернее, не дырку, а такую вот выбоину в лапе. В общем, может проесть. Не знаю, это дырка, не дырка. Сейчас буду смотреть сам на видео. Шток изношен. Ну и он как таран пробивает эту дырку в лапе. Вот что я могу сказать. Не знаю, может быть заменим, может отделаемся малой кровью. Чуваки, пока что неудача. Посмотрите, как я выгляжу. Уже садится солнце. В общем, ни один из них я пока что не смог снять. Штуцера не откручиваются, нужно специнструмент. Вот. Пока что просто, ну, я грешу. Поменяем цилиндры на новые, прокачаем систему. Надеюсь, машина заработает. Но для этого надо просто еще снять штуцера. Сегодня я уже просто не могу. Хочется пить, хочется есть. И все. Пока. Идем домой. Еще раз привет, друзья, и уже второй день нашей эпопеи с сцеплением. И вот многие из вас обязательно пишут в комментариях: блин, что ты там 2 дня делал, я бы за 3 секунды открутил. Вопросов нет. Вопросов нет, вы все специалисты. Вот, пожалуйста, приезжайте, крутите. Вопросов нет. Зализанные грани, штуцера все задубели. Обыкновенным рожковым ключом это никогда в жизни не открутить. Но не все так плохо. У нас дело сдвинулось уже с места. И это, слава богу. Почему? Потому что был приобретен такой вот разрезной ключ. Посмотрите, они бывают еще многогранные, на 12. Но он бы мне не помог, друзья. И я это знал. Поэтому приобрел еще один. И уже спецключ, вот такой вот хитрый, тоже на 12. Посмотрите. То есть я вам показывал, он надевается на трубку и зажимается вот таким вот болтиком. Если срезанные грани, слизанные, а лучше всего даже не лезть, даже если вы просто будете собираться это делать на 25-летней Мерсе. Я понимаю, может, большинство из вас новые машины, но чаще всего такие люди меня не смотрят, а смотрят люди, у которых такие же машины, как у меня, которые старше самих владельцев иногда бывают. Поэтому, если вы будете старые тормозные трубки или трубки сцепления со штуцерами, если вы не хотите потом загубить их, покупайте такой спецключ. Они, к сожалению, стоят по $5. И этот, да, конечно, зарабатывают на нас эти дельцы. Вот, но, тем не менее, ребята, 3 секунды понадобилось для того, чтобы снять задубевший штуцер. И вот, вуаля! Можно сказать, виновник торжества, не знаю, можно не сказать, но я увидел, вроде бы номер оригинальный, переворачиваю, а тут фак. Напишите в комментариях, оригинальный ли это главный цилиндр сцепления, тут уже с фаговскими резинками, может быть, его уже меняли. Вот, посмотрите, как дергается шток, я не знаю, выработал он себя, не выработал, но если сравнить его с тем цилиндром сцепления, который мы купили, шток тут двигается очень, можно сказать, как будто на пружинке, очень туго и хорошо, а тут он вообще, ну, без какого-то особого усилия. Плюс, посмотрите, если взять вот эту дешевую запчасть и вот эту относительно дорогую запчасть, то посмотрите разные виды именно литья. Тут такое вот литье, я не знаю, как оно называется, а тут такое песчаное литье, то есть песчаной формы, видите, грубое такое, из какого-то чугуна. Ну и, соответственно, конечно же, возможно, меньше это будет ходить, но, тем не менее, это новое, и это мы будем ставить. Так что, друзья, сдвинулось наше дело, я очень сильно нервничал, я не спал ночью,
потому что я не могу без машины, как вы понимаете. И все, у нас есть спецключи, где не подлезешь. Вот этим, такое бывает иногда, можно подлезть хотя бы вот этим. Но обыкновенным рожковым ключом на старой машине вам там делать нечего. Поехали! Вот, в общем, установил я цилиндр этот. В общем, итальянские китайцы даже не умудрились нормально сделать вот эти крепления. Ставишь шток на стопорное кольцо, это подкрепление не подходит. Ставишь эти крепления, шток маленький. Короче, еще час и в разных позах я врагу не пожелаю такую работу. Продолжаем. Как я и говорил, понадобится где-то такой ключ, где-то понадобится тот, который я вам показывал. Вот я снял тот, который стоял. Не знаю, тут тоже фаг. Не знаю, это ставилось по заводу такие или нет, но видно конкретно, что вот тут видите, шток уже все превратился в непонятно что. По поводу того, работает ли этот цилиндр, ну не знаю, может быть он работает, какое-то тут есть усилие, а может быть его и нет. В общем, суть в том, что это все надо менять, чтобы исключить систему. Может быть он так есть усилие, а под гидравликой усилий нет, но он не тек особо. Вот, но может быть этот шток, он уже там куда-то проваливался, я не знаю. В общем, суть в том, что ставим новый. На это все уходит много времени. Надеюсь, у вас будет все проще, потому что все мешает. Все, конечно, не так радужно, как у диванных экспертов, суперпрофессионалов по ремонту Mercedes. Вот так. Вот уже, ребята, третий день. Ничего не изменилось, сцепление пока что не появилось, но это не так важно. Вот вы задаете вопрос, почему так гниют Мерседесы. Вот смотрите, вот этот половик под сиденьем водительским, он уже сушится тут третьи сутки. Посмотрите, что образовалось. Это соль. А теперь задачка для первого класса. Как вот эта соль техническая, которую покрывают автомобили, которые находятся в водянистом состоянии и вот тут вот в этой губке, как она будет воздействовать на покрытие вашего днища изнутри. Ну вот, давайте отвечать сами себе, стоит ли это просушивать и стоит ли вообще удивляться, почему машины так сильно гниют. Потому что в Германии и Швейцарии дороги покрывают не солью, а покрывают мрамором, с крошкой мрамора, а потом по весне ее собирают обратно. Потому что это экологично и это не разрушает лакокрасочное покрытие, не портит природу и так далее. Но вот делайте выводы. Живете ли вы в Швейцарии? Ну, если вы, конечно, живете в Швейцарии, то вам, конечно, повезло. Что я могу сказать? Друзья, повесил все вот эти злополучные цилиндры. Сказать, что это трудно, это ничего не сказать. Если вы это делаете в первый раз, вы, извините, выебитесь просто во все дырки. Ну да, все как есть. Теперь наша задача проверить наш результат работы. Есть ли смысл с нашей работы этих 3 дней, этих денежных вливаний, походов в гараж и так далее. Значит, как прокачивать будем? Ну, я знаю много способов, но один из самых, я считаю, лучших, это просто брать тормозную жидкость шприцом, вдавливать вот в этот шланг. Смотрите, вот это вот шланг, вот этот, который идет на бачок с тормозной жидкостью. Ну, система едина, тормозная, гидравлическая. Вот мы его снимаем, и прямо в этот шланг вот мы его снимаем аккуратненько. Потому что если я его тут очень сильно дерну, он выдерется из главного цилиндра и все. И потом опять придется корячиться под педалями. И вот сюда я буду тормозную жидкость вливать шприцом, для того, чтобы она покапала там самотеком с уже рабочего цилиндра. Я там штуцер открутил. Посмотрим, получится это или нет. Ну и все. То есть один, получается, вливает, второй смотрит, когда она без пузырьков уже внизу пойдет, он зажимает штуцер. Тут мы надеваем трубочку, заливаем, наполняем бачок
новой тормозной жидкостью. И все, и едем кайфовать. Вот это мое такое видение. А как оно будет в реальности, я, если честно, не знаю. Кто-то снизу прокачивает давление, но это надо шприц специальный, трубка специальная. В общем, хотя многие люди иногда берут и прокачивают педалью сцепления, пока не почувствуют, что педаль сцепления имеет какое-то усилие. Но так очень сложно, и иногда вообще систему нельзя прокачать. То есть мы на BMW 34, мы просто, я говорю, мы все извелись, это был ад чистой воды прокачивать сцепление таким образом. Так что, и самое главное, ну я не знаю, будет это работать или нет. Давайте крестить пальцы, что нам остается. Ну вот смотрите, решил заодно еще антифриз слить, еще с блока тоже слить. Вот смотрите, кто-то мне говорил, типа, ты вливаешь воду, а не антифриз, поэтому он ржавеет. Ну вот смотрите, это раньше было зеленым. Так что G11 тоже не подходит. Попробуем залить красный G12, посмотрите вообще. Может быть, поможет, но это не факт на самом деле. Я уже много видео на эту тему. А вылей, чтобы лучше видно было. Не, на землю нельзя. Куда? Ну там, где масло сливают. Короче, можно по банкам фасовать и как Супротек продавать. Не желаете кофейка с удой с утреца? Вау. Со сливками? Я раньше, когда было мало сил и не было цели, я вот с ведром кофе ходил каждый день. Вот, смотрите, сливаем антифриз с блока. Вон там болт, видите, ключ надет на него. Вон, видите, ключ одет. Потихонечку сливаем, потому что, ну, вот это правильная замена. Потому что вся охлаждающая жидкость, она в блоке там еще. Какой смысл с радиатора сливать, там еще осталось несколько литров в блоке. В общем, салон подсобрал, подушку двигателя накинул, посмотрел, чтобы все шланги более-менее там зажались, но их до конца даже зажать невозможно, потому что очень мало места. Сейчас слил антифриз даже с блока двигателя и заливаем, естественно, G12 антифриз. Посмотрим, как он будет, может быть, он не будет создавать коррозирующие свойства для моей охлаждающей системы. Ну и все, и дальше еще пару нюансов по машине, там надо заменить фильтр топливный сзади, вот, и можно уже ехать. Надеюсь, машина выйдет, но сейчас посмотрим. Она, слушай, пахнет реально, ну вот понюхай, пахнет как минерал, ну как это сок. Чем-то... Реально, вот я вам серьезно говорю, вот чем люди думают, когда они создают это, да, пахнет напитком. Надо Малиновым напитком. Надо держать подальше от Как детей. вообще можно такое? Ну что, Олесь, работает? Сейчас посмотрим. Вообще супер! Переключается четко! Круто, вообще супер! Бля, чуваки, я просто снял штаны, потому что они грязные, но в трусах просто еду, чтобы не пачкать сиденье. Смотрите, ребят. Раз, два, три, четыре, пятая и задняя. Все вообще включается намного лучше, чем раньше. По крайней мере, я хочу в это верить. Так что, друзья, если видео вам было полезно, я очень рад. 3 дня мы это все делали. Если видео было полезно, ставьте лайк, пишите ваши комментарии. И помните, что вы на все способны. И я своими кривыми руками вам это за 3 дня вот этих доказал. Спасибо Андрею, оператору Small Portal. Ссылочка на его канал будет в описании. И спасибо Мерседесу, что все это время меня терпел. Всем удачи и пока!